И почему русские девушки самые красивые? Здравствуйте. А почему у русских девушек нет челки? Подписчики в комментариях всегда пишут, почему у тебя такая челка? Почему у тебя такая? Всем привет! Всем привет! Меня зовут Чарыш, я кореянка, учу русский уже как 5 лет в Корее. И сегодня у нас есть прекрасный гость Тоня. Представь себя, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Тоня, я живу в Корее уже 4 года и веду свой YouTube канал. Сегодня я пригласила Тоню на мой канал, чтобы спросить глупые, тупые вопросы о русских девушках. Все можно спросить у меня, все расскажу. Ну, давай начнем с первого вопроса. А почему русские девушки любят Брайан Мапса? Кто это? Ты не знаешь На его? самом деле, я посмотрела в Ютубе Брайан Мапс, но я не смотрела его видео вообще. Некоторые мои знакомые иногда говорят, а покажи эти видео Юнсобу, покажи мужу, как он будет реагировать на это, что он действительно популярный. Я зашла и увидела, что там очень много подписчиков. Но Очень много. На самом деле, честно, я не знаю. Потому что мне кажется, что он стал популярным уже после того, как я приехала в Корею. У меня есть некоторые предположения. Он молодой, веселый, да. судя по тому, что я увидела. Поэтому, наверное, молодому поколению, девочкам немножко интересно, шутки какие-то. Многие мои подписчики просят у меня: Чарыш, посмотри Брайан Мапс, он прикольный, тебе нужно посмотреть его видео. И потом я на самом деле посмотрела несколько видео, у него не очень хорошее произношение, и я не понимаю. У него не очень хорошее произношение. Он мне казался очень смешным, но он говорил очень смешно. Следующий вопрос. Почему русские девушки меняют свою фамилию после женитьбы? Да, в Корее такого нету. Да, нету. В России почему так? Потому что девушка после того, как она выходит замуж, она идет в семью мужа. И поэтому, чтобы было видно, что она принадлежит к этой семье, она меняет фамилию. Поэтому, когда смотрят на документы, фамилия мужа и фамилия жены совпадает, значит, все знают, ага, это муж и жена. Не нужно спрашивать, у них одинаковая фамилия, значит, они муж и жена. Вам не обидно, когда вы думаете, что я принадлежу парню или мужу? Вам не обидно? Ну, это не то чтобы обидно, ведь когда выходишь замуж, ты входишь в его семью, поэтому уже в период, когда ты согласен вступить в эту семью, ведь жена переезжает к мужу, да? Конечно, сейчас есть много разных ситуаций, когда и бывает муж переезжает к жене, но бывает. Бывает. Например, если у жены лучше квартира, то может муж переехать к жене. Ситуации бывают разные, все очень индивидуально. Вот, но по большому случаю, чтобы вот издалека было видно, что это семья. У них одна фамилия, одна семья. Это как в Корее парная одежда. Издалека видно, что они пара. Да, видно. Да, вот. Также фамилия. Я просто думала, что будет очень неудобно, если мне нужно поменять документы, паспорт и всё. Это очень неудобно. А вы поменяли? Поэтому я не меняю. Потому что сейчас я живу в Корее, и получается, мне нужно поменять свой загранпаспорт, поменять ID-карточку, поменять все документы в Корее, все документы в России, поехать в Россию. Это очень сложно. Понимаю. Да, поэтому я не стала менять. У меня нет каких-то стереотипов на этот счет. Мне абсолютно комфортно, мне нравится моя фамилия. А какая у тебя фамилия? Цыганкова. О, Цыганкова. Цыганкова. Это моего папу зовут Цыган? Нет, фамилия это... Да, это очень. Это не отчество. Фамилия это не отчество. Следующий вопрос. Почему русские девушки хотят выйти замуж за корейцев? Просто ко мне очень многие девушки отправляют сообщения, как понравится
корейским парням. И корейским парням понравятся русские девушки с детьми. Ага. Я не смогла ответить точно. Я не знаю. Да, мне тоже поступают такие сообщения, очень много. Как найти корейского парня, Да. как понравиться корейскому парню. На самом деле, мне кажется, потому что сейчас очень много дорам, очень много корейской культуры расширяется, поэтому люди, не знаю, смотрят на корейцев с хорошей точки зрения. Приятно. Я думаю, что это из-за распространения дорам и халю. А почему русские девушки самые красивые? Я сейчас буду краснеть. Я буду краснеть. Смотря для кого. Смотря для кого. Например, в моих глазах корейские девушки самые красивые. Правда? Да. Говорят, что русские девушки самые красивые в мире. В новостях и в телеканале. На самом деле, если смотреть по русским девушкам, то сейчас уже исконный образ русской девушки немножко потерялся. Потому что, если говорить про русскую девушку, это голубые глаза, светлые волосы, высокая, стройная, да. У нас было в истории очень много войн с разными странами, Да. вот, поэтому, естественно, в этот момент немножко перемешались. Поэтому у меня темные волосы, это мой цвет, я не блондинка, и я невысокая. Да, у меня голубые глаза, ну, чуть-чуть есть от русских голубые глаза. Вот, поэтому есть, например, русские с рыжими волосами. То есть одно дело русский, который родился в России, другое дело вот русский именно по корням, по крови, это вот разные вещи. Поэтому русские есть очень много разных. Но так как у нас много примесей с европейцами, наверное, поэтому. Может быть, мы очень много смешались и что-то такое красивое получилось. Да-да-да. Но все равно в моих глазах как-то азиатская внешность тоже очень красивая. Хорошо, спасибо. Русские девушки самые красивые. А почему они не улыбаются? Я улыбаюсь все видео. Да, я, честно говоря, чуть-чуть испугалась, потому что ты очень хорошо улыбаешься. Я думала, что ты будешь не улыбаться вообще. Я чувствовала, что русские не чаще улыбаются, когда я встречаюсь с русскими друзьями. Обычно они не улыбаются. Да. В Корее улыбка как культура, Да, как культура. как культура, как приветствие, как манеры. Я бы сказала, что русские проявляют свои чувства тогда, когда вот они действительно это испытывают. Если я хочу улыбаться, я улыбаюсь. Если мне что-то не нравится, я не буду улыбаться. Мы стараемся лицом показать все наши мысли, Искренне. да, все наши чувства как-то так. Я думаю, из-за этого. Когда я подрабатывала в магазине, Мгм. это было правило улыбаться. Да. Всегда. Всегда. 안녕하세요. В России можно спокойно прийти в магазин и увидеть «Здравствуйте». Да, я видела. Здравствуйте. Хочу спросить о профессии. Мгм. А почему русские девушки хотят стать именно врачом? Я спрашиваю этот вопрос, потому что мне казалось, в России больше женщин-врачей, чем в Корее. Да. Обычно в Корее девочки не мечтают стать врачом, но в России много женщин-врачей. Да, в России действительно, в России увидеть мужчину-врача – это редкость. Да? Это да, это в основном в каких-то серьезных таких местах, либо что-то связано с позвоночником, хирургия, когда операции делают, вот там вот больше врачей. А какие-то больницы, простые поликлиники, там в основном женщины. Может быть, потому что считают, что мужчины больше концентрируются вот на чем-то серьезном, а вот в таких делах, наверное, внимательнее и лучше работают женщины. Возможно, из-за этого. Для меня это тоже секрет. Я не знаю почему. В основном в России мужчины-врачи, вот это хирургия, какие-то серьезные операции. Очень интересно. Да. Вообще другая культура. И следующий вопрос.
А почему у русских девушек нет челки? И если есть, всегда густые. Да, Да. да. У меня была раньше челка, Да? и она была очень густая, вот так вот. У меня была часть вот этих волос, и я всегда боялась, что она ветром раздуется. То есть я не знаю почему, на тот период, когда я была с челкой, это был 2010, по-моему, год, когда челка раздувалась и появлялось вот это место, это казалось некрасивым. Смешно выглядит. Смешно, да. Я не знаю, почему так. А в Корее, наоборот, любят очень редкую челку. Да. Я думаю, еще челки почему редко носят, потому что русские девушки стараются выглядеть постарше. Да? Постарше. Да. В основном, если это челка в школе или в университете, да, то наоборот, в школе хочется выглядеть как студентка, в университете хочется выглядеть постарше. Я не знаю, русские девушки хотят выглядеть старше постоянно. Но это до какого-то возраста. Потом, когда уже женщина становится, наоборот, если делаешь челку, выглядишь младше, Да. но это выглядит как бы, а что ты тут молодишься? Как... Мне вроде бы там 30 лет, а я выгляжу как школьница. А, Некоторым идет, но большинству смотрится, что вот как-то в молодость, в детство человек впал. Я не говорю за всех, но это большинство. В Корее, неважно какой возраст, можно делать челку. Да. Ну, мне кажется, корейские девочки хотят выглядеть помоложе. Да. Я с детства всегда носила челку, потому что мои друзья говорили, что без челки я выгляжу очень смешно. Так говорили, поэтому я ношу челку. Понятно. Друзья стали причиной для челки. Очень миленько. Спасибо. Но мои подписчики в комментариях всегда пишут, почему у тебя такая челка? Почему у тебя такая? Это обычная корейская челка. Очень красиво. В основном сейчас те, кто делает челки, это люди, которые интересуются Кореей. В основном, да. А тогда почему русские девушки не постригаются так коротко? Мне кажется, русские девушки, у них почти всегда длинные волосы. У У большинства... тебя короткие У меня волосы. короткие. У меня нет челки. У меня короткие волосы. Наверное, потому что раньше, с ранних времен, считалось, что женщина должна быть с длинными волосами. Это отличие от мужчины. У мужчины короткие, у женщины должны быть длинные. И к тому же длинные волосы требуют за собой ухода. Да. Поэтому это более сложно, и если человек выдерживает с такими длинными волосами, значит у него хорошее терпение, он хорошо за ними ухаживает, это как богатство такое, что вот я вырастил такие волосы. А почему русские девушки показывают свои языки, когда они снимают, делают селфи? Наверное, я не знаю на самом деле точно, сейчас не очень уже уходит этот тренд, сейчас не очень уже любят так делать, но все равно еще есть девушки, которые так делают, но я думаю, что это пришло как раз из Кореи, потому что айдолы какие-то, может быть, группы делали, что было разнообразные селфи, они вот так вот снимались, высовывая язык, чтобы было весело, забавно. И, наверное, кто-то начал за ними повторять. Потому что я видела, что корейские знаменитости так фотографируются, и, возможно, что началось в Корее, потом заимствовали в Россию. Я думала, что это особенности русских людей. Да? Да. Раньше такого не было. Напишите в такого не комментариях свои мнения, пожалуйста. Да, я напишите. хочу знать. Мы хотим узнать. Очень, я тоже хочу узнать. И последний вопрос. А почему русские девушки называют месячные эти дни этими днями? В Корее тоже есть название кынай. Да, тот Это день. В принципе, это одно и то же. А русские девушки тоже стесняются говорить месячные Да. менструации. Некоторые, да. Некоторые стесняются, некоторые наоборот. Все, что естественно, то не безобразно. У нас тоже. Я слышала, что у вас есть выражение как «красный день календаря» и
Бабушка приехала в красном Лимузине. лимузине. Красном лимузине. Это означает висячий. Это используют, наверное, уже совсем, кто совсем стесняется. Еще есть Краснодар. Да, гость из Просто Краснодара. из Краснодара, да. Мне казалось очень-очень забавно Да. и смешно. Гости из Краснодара, эти дни. Да, это забавно. А в Корее только кынали и все. А мы говорим бапо, магия. Сегодня у меня магия. Или у нас тоже говорят 대자연. Означает великая природа пришла ко мне. Понятно. Сегодня, наконец-то, я узнала все, что интересовало меня. Мне сейчас очень весело и благодарю. Да, Тебе. я рассказала всю правду. Извините. Если сказала что-то не так, то поправляйте в комментариях обязательно, потому что это только мой взгляд. Да, у таких вопросов нет определенные ответы. Напишите в комментариях свои мнения, пожалуйста. Да. У Тони тоже есть свой YouTube-канал «Садите коней». Да, у меня есть канал, где я рассказываю о моей жизни в Корее, снимаю влоги. Если вас заинтересует это, то переходите, ссылочка будет в описании. Смотрите. Да, подписывайтесь на мой канал и канал Тони. Да, на оба обязательно. Встретимся в другой раз. В следующий раз. Пока! Пока!